Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор 15 апреля. Для того, чтобы быть в курсе по последней финансовой информации и информации по фондовым рынкам, подписывайтесь на мой телеграм-канал Ниндзя Капитал. Итак, что у нас происходило вчера? Вчера у нас был хороший рост по американскому рынку. С чем же был связан этот рост и что ожидать в дальнейшем сегодня? По мнению MarketWatch, рост, который произошел на рынке Соединенных Штатов, связан с тем, что инвесторы неправильно задают вопрос. Они задают вопрос, когда экономика заработает, а не когда восстановится спрос. Когда заработает экономика, здесь опираются на новости, которые исходят от Белого дома, от администрации Трампа. Как только такие новости появляются, сразу включается позитив. Но когда заработает экономика и когда восстановится спрос для того, чтобы наполнить работу экономики, это, в общем-то, разные процессы. И сначала экономика перезапустится, но для того, чтобы оправдать рост и текущие цены фондовых рынков, необходимо, чтобы восстановился именно спрос, чтобы эта экономика она начала надлежащим образом работать, а не просто перезапустилась. И поэтому сейчас возникает такая ситуация, как балансирование над пропастью, когда рост идет при малейших упоминаниях о том, что будет перезапуск экономики. Но в частности, вот вчера, по факту возникновения так называемой утечки Вашингтон-Пост, плана Трампа о том, что в ближайшее время экономика будет перезапущена в ускоренных темпах, то есть там был пессимистичный прогноз, что полное восстановление где-то займет до 2022 года. Однако Трамп уже в самое ближайшее время планирует выпустить людей на работу. По сути, здесь активный перезапуск экономики уже начинается с 1 мая. По факту того, как будет проводиться тестирование и изучение ситуации, губернаторы, администраторы локально могут предпринимать решения относительно того, чтобы частично или полностью снимать карантин в зависимости от ситуации. Ранее этот период времени значительно растягивался, но сейчас, в связи с тем, что наблюдается крайний негатив в экономике, решили этот процесс активизировать. Потому что потери от карантина могут быть значительно более сильные, нежели от того, чтобы, скажем так, избегать излишнего риска, связанного с данной заразой. И, собственно, вчерашний позитив на американском рынке был связан именно с этим. С утечкой плана Трампа об ускоренной открытии американской экономики и снятии с нее поэтапного карантина, что это будет более быстрыми темпами проходить. Итак, какие еще были основные события? Президент Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она вовремя не среагировала на китайскую угрозу китайской заразы. Также он обвинил, что Китай тоже скрывал данные объективные о распространении. И в связи с этим Трамп решил принять решение о сокращении финансирования ВОЗ, это раз. И во-вторых, наверное, подобные заявления они приведут к дальнейшей эскалации отношений с Китаем и, возможно, каким-то претензиям в этой части. Мы посмотрим, как будет развиваться игра в данном вопросе. Но, скорее всего, Трамп на этом не остановится, он просто сделал затравочку, и в дальнейшем он Китаю что-то интересное предъявит. Так, но вот JP Morgan продолжает давать достаточно такие тяжкие прогнозы, что на самом деле все это восстановление мировой экономики, оно затянется до 2023 года. То есть, считайте, осталось еще более полугода, и еще 2 года будет, все вот эти вот процессы негативные, они будут происходить. То есть, до 2023 года будет весьма напряженная ситуация в мировой экономике, в мировых финансах. Но мне кажется, они перегибают палку. Еще год, я думаю, в 2022 году уже все будет хорошо и все будет цвести. Но вот здесь очень интересный вопрос поднимается в очередной раз. Он, в общем-то, не только в Америке, во многих странах, что вот эта вся текущая ситуация с карантинами и так далее, она послужит для устранения наличных денег. Но что якобы наличные деньги – это зараза, которая позволяет распространяться всяким инфекциям, вирусам и так далее. И что наличные деньги, они как раз являются одним из факторов переноса. В
в том числе текущие заразы. Но здесь я должен сказать, что это полнейшая чушь и бредятина сивой кобылы. Вообще наличные деньги любой страны мира, они не являются источником переноса заразы. По одной простой причине. Производство любых банкнот связано с тем, что эти банкноты пропитывают специальными асептическими растворами, которые хранят антимикробные и антивирусные свойства на протяжении десятилетий. И любая купюра, вопреки расхожему, скажем так, мнению, что деньги это грязь, и они переносят инфекции, отнюдь. Банкноты, они настолько пропитаны, будь то фунты стерлингов, будь то доллары, будь то рубли, специальными асептиками, что они любой вирус, любую бактерию сразу убивают наглухо в момент попадания. И поэтому вот эти все заявления о том, что наличные деньги, они переносят даже текущую заразу, это чушь. Это чушь, и вот все подобные высказывания, они сводятся к тому, чтобы людей загнать в так называемый цифровой концлагерь, когда каждый будет иметь счет, иметь чип и будет полностью контролироваться. Ну и сейчас с учетом текущей ситуации пошла так называемая вторая волна увольнений, когда увольняют тех людей, которые были абсолютно уверены в том, что их это не коснется, то есть это коснется кого угодно, там представителей сервиса, менеджеров по продажам и так далее. А вот они там, которые сидят с дипломами MBA, они будут востребованы, они будут работать и так далее и тому подобное. Отнюдь. Сейчас как бы происходит тектонический сдвиг в мировой экономике. Все переходит в онлайн и будет пользоваться спросом только, скажем так, то, что необходимо для новой экономики. И поэтому вот этот вот слом, который происходит, он будет убирать не только, скажем так, те вакансии, которые являются, по мнению многих людей, низкоквалифицированными, там, связанным с сервисом и так далее, хотя эти люди очень нужны и очень важны, но и тех, кто считают себя, ну, так называемой элитой, там, кто закончил MBA, много лет проработал по, допустим, установке различных каких-то корпоративных систем управления и так далее. То есть эти люди, они тоже оказались под ударом, потому что экономика меняется кардинально. Все переходит в онлайн. И, соответственно, то есть спрос будет именно на то, что связано с работой онлайн и соответствующей специализацией, которые позволяют это организовать. Но если, скажем так, вы являетесь работником по найму, могу вам сказать так, в этом ничего страшного нет, это всего лишь очередной поворот в развитии экономики, в развитии мира. Здесь единственное, как к этому можно подготовиться, это стать от этого независимым, то есть работать на самого себя, это наиболее оптимально, хотя и наиболее рискованно, по мнению большинства людей. Что касается ситуации для работников по найму, здесь могу вам сказать следующее. Когда появились компьютеры в 80-е, 90-е годы, была дикая паника, потому что, например, многие специализации, как машинистки, ну и ряд других, связанных там с бумажной работой, они были в ужасе, потому что вот их там уволят и так далее, непонятно, что делать. Но хорошо, их уволили, такие вакансии пропали, но появились же новые, связанные с программированием, работа с компьютерами, потом интернет и так далее. Здесь будет то же самое, просто произойдет перелом, появятся новые возможности, откроется окно возможностей, а старые специальности, которые, ну, скажем так, люди считали, что они там вечно будут нужны. Например, эти мастера бизнес-администрирования, которых сейчас полно там наготовили западные школы, различные там финансовые консультанты и так далее. Это все, оно будет переплавлено, оно будет не нужно в прекрасном новом мире, ориентированном на онлайн и мировую сеть интернет. Текущая ситуация с количественным смягчением, который проводит ФРС и правительство США, вызывает обеспокоенность даже уже у трейдеров ФРС, потому что такие дикие покупки, они не представляют, что в дальнейшем с этим будет происходить и что с этим делать. Ну и, в общем-то, это вызывает обеспокоенность мирового финансово-инвестиционного сообщества, потому что, по сути, сейчас покупка любых активов, она идет в русле того, что приобретает ФРС. Вот. И тут есть определенное видение того, что
в общем-то, по сути, инвестиции, они станут не нужны, поскольку это все сводится к выкупу неких активов, которые необходимо выкупать. Но, к сожалению, пока все увлечены очень темами, связанными с заразой, с ценами на нефть и так далее, на Ближнем Востоке опять возникает центр напряженности, и вполне возможно, что это приведет в ближайшее время к эскалации конфликта, боевым действиям, и чуть ли уже заявляют, что это не будет Третьей мировой войной, потому что на текущий момент в Сирии пересекаются интересы практически всех крупных держав. Вот, плюс она находится под боком у Турции. Турция считает, наверное, в чем-то это обосновано, в чем-то нет, это свои территории влияния. Вот, и поэтому в любой момент там может полыхнуть. К чему это приведет? Конечно, вначале вырастут цены на нефть. С одной стороны, наверное, это будет позитив. С другой стороны, надо понимать, что такой конфликт, он может перемолоть весь современный мир. Так, друзья, возвращаясь к нефти. По нефти вчера было проседание, пробили волшебный уровень 30,5, но потом все-таки отскочили и совсем вниз не улетели. Почему же это произошло? Да потому что дорогие саудиты не останавливают демпинг и так называемую нефтяную войну. То есть как демпинговали, так по сути демпинг и продолжается. Вот на этот счет была публикация цен, я ее в своем телеграме-канале приводил. То есть саудиты выпустили новые цены за май. Исходя из этих новых цен, которые они на май ставят, следует, что особой речи о том, что ценовая война закончилась, не идет. Но вот ранее я давал прогноз относительно движения цены на нефть. То есть с моей точки зрения высок потенциал отскока. Указывал я то, что будет 30,5 неким барьером. Этот барьер не сработал, его прострелили. Ну и вчера в связи с этим я делал экстренный выпуск вечером. Вот, наверное, все уже посмотрели. Кто не посмотрел, может его открыть, посмотреть. Там по поводу текущей ситуации цены на нефть и мое видение, куда эта цена и как будет двигаться, и какие могут быть зоны, скажем так, устойчивого сдерживания, если пойдет проседание, и как вообще может протекать либо снижение, либо отскок. Текущая ситуация с ценами на нефть приводит к массированным остановкам нефтяных скважин, особенно там, где сланцевая добыча идет. Идет скачкообразное сокращение количества активных буровых. Там по 60 единиц каждую неделю отваливается. Все это ухудшает положение сланцевых добытчиков США. Ну и здесь ключевой фактор воздействия на американский сланец — это, конечно же, карантин в Соединенных Штатах, что простаивают заводы, которые осуществляют выработку бензина и топлива из нефти, поскольку все сидят по домам, никто не ездит, бензин не покупают. И поэтому все нефтепереработчики США находятся в крайне депрессивном и печальном состоянии. И здесь та сделка, которая была заключена недавно, она ежеминутно их положение, в общем-то, фактически не улучшает. Только снятие карантина здесь даст им отдышку и возможность для того, чтобы ситуация не стала совсем критичной. Но если вот рассматривать, что происходит с добычей США в ближайшем прошлом и сейчас, то можно увидеть, исходя из этого графика, что, в общем-то, был достигнут максимум добычи нефти в сутки. Это было 28 февраля, 13 миллионов 100 тысяч баррелей. Сейчас последние данные на 3 апреля 12 миллионов 400 тысяч. Вот на этой неделе, либо в начале следующей выйдут новые данные, скорее всего будет проседание. Но я так думаю, что как минимум это проседание будет до 11 миллионов 300 тысяч, может быть даже еще сильнее. Но по сути здесь вот у них зона устойчивости, она где-то 9 миллионов 600 тысяч. Вот я думаю, в ближайшее время их добыча куда-то сюда и будет проседать, вот в этот диапазон. Ну еще если вот опираться по поводу, скажем так, законодательного идиотизма таких вот вещей. Вот в Соединенных Штатах, например, действует закон, так называемый Merchant Marine Act 1920 года, суть которого в следующем заключается, что если есть какие-то корабли, там танкеры, которые перевозят из одного порта США в другой порт США, они должны быть сделаны в Америке, и даже там есть
ограничения по поводу того, что сталь, которая выплавлена не в Америке, ее должно быть в этих кораблях не более 10%. Ну и, в общем-то, как следствие, этот закон, он значительно снижает мобильность перевоза топлива и грузов между портами США. Вот. И сейчас в ближайшее время будут его, наверное, аннулировать, либо как-то видоизменять. Ну и вот российские источники о том, что Саудовская Аравия не хочет прекращать ценовую войну, она вошла во вкус. Но здесь как бы не совсем так, все-таки они определенные шаги навстречу сделали, но эти шаги, которые не сделали, они не вполне достаточны для того, чтобы решить этот вопрос. И, кстати, вот на фоне их несговорчивости, в общем-то, и произошло вчера снижение цен на нефть. Потому что даже вот вчера я в видео, который выпустил, я показывал, там вот пробой этот, который произошел, и уход вниз, он, в общем-то, какой-то очень такой хитрый был, то есть без особого объема. Ну, такие вещи, они обычно происходят, когда на фоне какой-то внезапной новости движение возникает. Но, тем не менее, все равно, то есть, наверное, вот эта ценовая война, она все-таки спала, потому что, видите, особо большой разницы между Уралс и Брентом нету. То есть, вот как там было отличие там, на 40, почти 50%, такого уже нет. И вот то, что эта разница, она все-таки схлопнулась, она, конечно, не стала такой, как была там 1-2 доллара, ну 3 максимум. Но тем не менее, то, что перестал расти дифференциал между Брентом и Уралсом, указывает на то, что все-таки, наверное, не разгорается ценовая война, и ситуация, она, ну, по-видимому, будет стабилизироваться с ценами на нефть и с теми решениями, которые приняты. Ну и вот, в общем-то, еще одно видение по поводу того, к чему текущая ситуация с кризисом, с карантином, она приведет. Здесь помимо того, что идет снижение добычи нефти, развивается такой процесс, как декарбонизация, то есть, скажем так, делается упор на те источники энергии, которые не создают выброс углекислого газа. То есть это то, что не сгорает, либо то, что сгорает, но не содержит в себе углерод. А то, что сгорает и не содержит в себе углерод и не дает СО2, это водород. А водород – это чистая энергетика. То есть это технологии, которые связаны с получением из ветра и солнца. И в качестве аккумулирования энергии будет использоваться и используется сейчас водород. Ну и смотрите, вот здесь какая ситуация. Есть так называемые моторы современного развития и американской экономики, и всего мира. Это, разумеется, Google, Apple, Facebook, но еще Amazon. И все вот эти компании, они сделали упор на перевод собственного энергообеспечения в так называемые зеленые технологии. То есть все эти компании, а эти компании это идеологи будущего развития, они отказались от использования горючих ископаемых для того, чтобы сберечь экологию и дать развитие новым технологиям. Поскольку эти компании являются идеологами и драйверами будущего развития, мы с вами можем вполне предположить, что в обозримом будущем будет делаться очень сильный упор и очень активный переход на так называемые зеленые технологии. Потому что эти ребята, они законодатели моды и законодатели экономики уже сейчас, а через 5 лет они просто все адаптируют под те действия, которые они производят. И мы с вами незаметно увидим, как мы живем уже совсем в другом мире. Так, друзья, ну давайте рассмотрим, что у нас происходит с американским индексом. Он вчера начал расти на фоне того, что будут выводить всех американцев на работу, экономика оживет. Сегодня с гэпом движение вниз, но это ничего страшного. Здесь видим с вами растущий тренд. Все прекрасно растет, цветет и пахнет на фоне обещаний выгнать американцев хворостинами на работу. Здесь критичный момент будет только если в результате корректировки начнется пробитие 2770, 2624. Вот этот диапазон, если пробьем, тогда можно говорить о том, что фондовая эйфория начинает спадать. Пока этого пробоя нету, может быть какой-то откат, он вызовет соответствующую корректировку на российском рынке, но сейчас идет локально растущий тренд. Он связан с ожиданиями относительно того, что будут сокращены сроки карантина в Соединенных Штатах и возобновлена экономическая активность.
Касательно ситуации с ценами на нефть, я вчера делал подробный выпуск, вы можете посмотреть. Ситуация, она в рамках того, что я сообщил. Да, сейчас пока не состоялось возвращение на 31, но вот этот пробой, он пока купирован, сейчас она находится в проторговке. Относительно возможных сценариев развития можете посмотреть выпуске видео по нефти. Там я все детально разложил и описал, какие возможны здесь сценарии развития событий. Вчера вечером выпустил этот выпуск по нефти.